Привет, YouTube! И сегодня у нас очень интерактивный ролик. Мы будем много общаться в Instagram с врачами-косметологами. Ну, во всяком случае, они себя там так называют. Совсем недавно я сняла ролик про Емельяна Брауда и его последователей. Кто еще не знает про эту секту, переходите по ссылочке, вот здесь где-то сейчас подсказка вылетит. Так вот, его последователи направо и налево накалывают на лицах девушек, тугие писи, и порой даже не имея никакого медицинского образования. Так вот, тугие писи, оказывается, это не предел, а только начало. Подписчики повально присылают мне фото, видео и ссылки на новый тренд Инстаграма – это губы дьявола. Комментариев под фото и видео просто тьма. Дьявольски прекрасные губки для молодых и дерзких. И мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этой технике. Как вам вот эти адские губы? Но если новую технику можно воспринимать как некий стёб, то давайте вспомним историю девушки-блогера, которую избил косметолог прямо в кабинете. За то, что та спросила документы на препарат, которым ей собирались уколоть губы. И, знаете, становится уже не так смешно. До конца пока непонятно, что именно произошло во время приема, но вот так вот посмотришь подобное видео и задумаешься спросить у косметолога документы. Интересно, почему законный вопрос потребителя вызвал такую реакцию? И после того, как я осветила этот трэш у себя на канале, вы начали наперебой присылать мне ваши истории, где врачи-косметологи в Инстаграм прямо сливаются, когда им задаешь простой вопрос о документах и образовании. Мы решили провести эксперимент. Нашли 30 Инстаграм-косметологов из разных городов России. Отправили всем одинаковый вопрос и попросили показать документы об образовании, перед процедурой, чтобы быть уверенным, что ты идешь к врачу. И сейчас мы с вами вместе посмотрим, кто может скрываться за самыми популярными и раскрученными аккаунтами инставрачей. Сразу для понимания хочу вам объяснить, что вообще мы хотели получить от этой проверки. Понимаете, по нормам российского законодательства, чтобы стать врачом-косметологом, который может делать губы, скулы, челюсти, как у Джоли, или подбородки, как у Брэда Питта, и другие разные процедуры, которые предполагают прокол кожи, врач-косметолог должен учиться на это от 8 до 11 лет. Он должен закончить медицинский вуз по специальности лечебное дело или педиатрия. Затем отучиться на врача-косметолога или врача-дерматовенеролога в ординатуре, о чем тоже должен быть соответствующий документ. Плюс, если врач стал дерматовенерологом, ему нужно пройти специальную переподготовку на врача-косметолога. Поэтому в идеале мы хотели проверить, какой процент инстакосметологов, объявивших себя врачами, готовы, не скрывая, предоставить доказательства своей квалификации. И, конечно, мы понимаем, что даже имеющий необходимое образование врач может отказаться присылать нам документы, по своим личным причинам. Но, ребята, для потенциального ведь клиента, важен сам результат. Поймет он, что перед ним доктор или нет. Поэтому мы хотели показать, как в реальности происходит общение инстакосметологов с потенциальным клиентом. А чтобы выборка наших претендентов для своего рода проверочной закупки была честной, мы постарались максимально приблизить поиск к таким реальным обстоятельствам. Условно, я клиент и хочу сделать губы. Ввожу в поисковую строку Инстаграма косметолог или, например, хэштег «хочу губы» и вижу в топе самые популярные аккаунты. У них и подписчиков побольше, и работы симпатичные, и отзывы имеются. Скорее всего, именно на такие аккаунты вы обратите внимание. Кроме этого, мы взяли несколько Инстаграм-врачей из рекламы, которая таргетировалась на нас после многочисленных просмотров аккаунтов. И первое, что мне бросилось в глаза в ходе поиска врачей, это что большинство аккаунтов имеет ряд типичных признаков. То есть отличить, какой аккаунт принадлежит реальному врачу, а какой нет, чисто визуально, это практически нереально. Красивые фоторабот. В информации написано, что перед вами врач. Приставка «доктор» или «косметолог». Пойди разбери, кто врет, а кто нет. И знаете, ребят, ведь действительно не придраться. А как, скажете на милость, по-другому вести аккаунт врача? Белый халат, шприц в руках, косметологическое оборудование на фоне. Все как у всех. В закрепе сертификаты, сторис, диплом специалиста. Вроде бы все достаточно убедительно. И тем труднее становится отличить реального доктора от виртуального. Ведь обложка выглядит одинаково. Возможно ли это сделать просто так на глаз? Давайте попробуем. Смотрите, перед вами сейчас два аккаунта инстакосметологов. На одном видео косметолог Инна из Москвы. На втором доктор Карл Юрьевич, тоже из Москвы. На первый взгляд вполне типичные аккаунты. Белые халаты, красивые фоторабот и даже приставка «доктор». Все на месте. Мы решили попросить их прислать дипломы, подтверждающие статус врача. Кто из них документы прислал, а кто прямо слился после первого же вопроса об образовании. И перестал отвечать на сообщения. Прямо сейчас остановите видео и напишите в комментариях свои варианты. И в первом раунде побеждают те, кто голосовал за косметолога Инну. После первого же вопроса об образовании она прислала нам фото дипломов. А врач Карл Юрьевич немножко подкачал. Он хоть и называет себя в профиле практически звездой, но на вопрос об образовании
увы, слился. И знаете, поначалу все хорошо шло, даже неплохо. Инста-доктор написал, мол, фото нет, диплом и сертификат пылятся вот где-то там на рабочем месте. Поэтому, пожалуйста, вот сходите, пробейте диплом на сайте здравоохранения сами, по моей фамилии. Ну или приходите ко мне на прием и все увидите сами. И я уже серьезно собиралась прямо-таки пойти проверить диплом. Зашла в аккаунт Карла Юрьевича, чтобы посмотреть его фамилию. Но, ребят, увы, никакой фамилии в аккаунте не оказалось. Ну, думаю, окей, мне написал доктор, ну, с кем не бывает. Спросила, извините, пожалуйста, а какая у вас фамилия? Какая? Золотая, отвечает мне уважаемый инста-доктор. И вообще, не тратьте мое время. Ну, а дальше прям по классике. Полный игнор. Вот так, ребята, самый обыкновенный вопрос поверг инста-косметолога в бегство. Я сразу хочу сказать, что я здесь никого не обвиняю. Может быть, многоуважаемый Карл Юрьевич великолепный профессионал и врач, но одно могу сказать точно. Такое отношение к потенциальному клиенту в лице меня просто свинство какое-то. Итак, кто угадал антигероя в этом раунде, тому респект. Давайте продолжать. И здесь на одном видео косметолог Гульнара, на втором Замиля. И обе девушки ведут прием в Москве. Попробуйте сейчас угадать, кто легко справился с вопросом об образовании, а кто сначала вешал лапшу на уши, а потом, ну, в прямом смысле наорал на меня и послал куда подальше. Выбрали? А теперь ответ. Косметолог Замиля прислала фото, подтверждающее образование врача-косметолога. А вот инста-косметолог Гульнара еще раз доказала, что от вопроса об образовании у виртуальных косметологов подгорают попки. Дипломы показывать не намерена, не считает нужным, пишет мне Гульнара. Приходите на прием, там и покажу. Ну, окей, думаю, запишусь на консультацию, схожу, посмотрю. Глядишь, все будет хорошо, увижу много чего интересного. Вот только, знаете, такой небольшой момент. За консультацию я должна заплатить 500 рублей, причем на карту, видимо, той самой Гульнаре. И тут я такая, воу, стоп, подождите. А почему за возможность убедиться в квалификации врача, которому я хочу записаться на процедуру, я должна платить деньги? То есть мало того, что я должна потратить время и приехать на прием только чтобы посмотреть диплом, я еще и платить должна непонятно за что. Это где, интересно, придумали такие правила? И как только я намекнула, что это как бы с ее стороны, ну, мягко говоря, незаконно, Гульнару буквально прорвало. «Шли бы вы куда подальше!» кричит на меня, на секундочку, предполагаемый врач Гульнара. «Желание пропало вас принимать. И больше не пишите». Ну, а для того, чтобы я уж точно не приставала к ней со своими глупыми вопросами, доктор Гульнара просто блокирует меня. И кажется, ну ладно, окей, как говорится, на каждого героя найдется свой антигерой. Как бы 50 на 50, да, половина настоящих врачей, половина не настоящих. Ну, не грести же всех инста-косметологов под одну гребенку. Только вот знаете, ребят, чем дальше длился этот эксперимент, чем больше мы общались с врачами, тем больше он повергал нас в шок. Несколько недель эксперимента показали нам, что ни о каком делении 50 на 50 не может быть и речи. Но давайте так, обо всем по порядку. Итак, в нашу выборку вошли 30 аккаунтов инста-косметологов. Причем не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, из таких городов, как Сочи, Сургут, Ростов, Омск и других. А дальше все просто. Я от лица обычного потребителя написала всем 30 косметологам. Прямо такая, знаете, была массовая рассылка. Мол, здравствуйте, работа у вас зачетная, хочу губки у вас сделать. А вы точно врач? А какой? А можете документы, пожалуйста, показать? И, конечно, еще на этапе разработки этого эксперимента мы понимали, что без трэша точно не обойдется. Но мы даже представить не могли его масштабы. А теперь на минуточку просто вдумайтесь. Из 30 инста-косметологов предъявить документы, подтверждающие профильное образование, смогли только, внимание, 3. Ребята, 3, представляете? Всего 10% проверяемых. И сразу скажу, что эта категория стала самой малочисленной в нашей проверке. Следующая категория – этакие вежливые динамо. Мол, дипломы прислать не буду, но вы можете приехать на консультацию и посмотреть их лично. Отличительная черта – вежливость и клиентоориентированность. Вроде бы, знаете, и диплом не прислали, ну и в жопу не послали. Предъявить особо и нечего. Таких оказалось 6, то есть 20% от общего числа. Еще одна категория, мы ее назвали тихушники. Сообщения они читают, но делают вид, что абсолютно не замечают. Или просто игнорируют, или переводят тему, ну, на что угодно. Вариации были самыми разнообразными. Вот, пожалуйста, читали и не отвечали. Вариант номер 2. Отвечали, но потом блокировали. Вот, например, девушка заявила о 2 медицинских образованиях. Но после вопроса о дипломе почему-то добавила меня в бан. И знаете, многие отвечали как угодно, лишь бы обойти этот вопрос стороной. Начинали перечислять процедуры, которые проводят, и препараты, там, на которых они работают. В общем, максимально заговаривали зубы. А когда я настаивала на ответе про образование, они по классике меня блокировали. Девиз этой категории – блокируй и не пались. Таких оказалось 10 человек, то есть треть от общего количества проверяемых. Представляете масштаб, да? Но, внимание, самым крупным блоком в этой проверке стала категория «трэш
Скучный бизнес, хамство и немножечко честной незаконной деятельности. И в нее вошли 11 человек. Давайте начнем с такого лайтовенького. Вот, пожалуйста, девушка и не скрывает и честно говорит, мол, работаю без договора, чеки не выдаю, шли бы вы и другого врача искали. А как вам вот такой вариант? Дипломы в интернет не скидываю. А вы свои паспортные данные скидываете посторонним людям? И опять же, не хочу никого обвинять голословно, но вопрос, есть ли у таких инста-врачей образование или нет? Ну, сказать однозначно нельзя. Но почему тогда все придумывают какие-то отмазки? И знаете, в этой истории вопросов больше, чем ответов. Но знаете, были и те, кто своим поведением просто вышли за грани добра и зла. И сейчас я хочу показать вам еще двоих. Именно так я представляю себе последователей нашего знаменитого Емельяна Брауда. Эти особенные чудо-косметологи не просто банально хамили, а бесстыдно пытались убедить меня, то есть своего потенциального клиента, в умственной несостоятельности. Знакомьтесь, инста-косметолог Светлана преображает девушек в богинь с большой буквы «Б» и наколола за 5 лет уже более 2000 пухлых губ, если верить информации в ее аккаунте. Это же получается, в течение 5 лет каждый день она колет по паре, а то и по 2 губ. Инста-доктор Светлана уверена, существует некое среднеспециальное высшее образование. У меня высшее среднеспециальное образование. А если вы хотите колоть губы у врача-дерматовенеролога и косметолога, как и положено по закону, то вы, недалекий человек. Ведь все же знают, что к дерматовенерологу идут только с венерическими заболеваниями. Я не дерматовенеролог, я косметолог-инъекционист. Если вам надо к дерматовенерологу, то это другая специализация. Дерматовенерологи переучиваются на косметологов-эстетистов. Потом получают квалификацию либо косметолога-визажиста, либо косметолога-инъекциониста, либо косметолога-бровиста и т.д. и т.п. Это разные профессии. Я не дерматовенеролог, я не занимаюсь кожными болезнями, и венерологическими тем более. Я занимаюсь гармонизацией лица. Знаете, то чувство, когда хотела просто губы сделать, но тебя не так поняли. И заметьте, пожалуйста, что интонации у Светланы, они особенные. Она будто, знаете, мне аннотацию читает. Мол, что ж ты такая глупенькая, а? Не понимаешь ничего, а вопросы свои задаешь. Иди сюда, тетя Света тебе расскажет, кто такой врач-косметолог. И вот я задумалась, а может этих индивидов на курсах еще каким-то психологическим приемом попутно обучают? Прям такая, знаете, методика «доминируй, подавляй». Как и следовало ожидать, инста-гуру косметологии Светлана тоже не выдержала моих настойчивых вопросов об образовании. Быстренько почистила все сообщения и отправила нас в бан. Еще одна инста-косметолог Ульяна позиционировала себя пластическим хирургом, но упорно не понимала, почему я требую с нее диплом именно дерматовенеролога и косметолога. Ведь про губы пишу, а не про прыщи и сифилис. А диплом я спросила, потому что не смогла Ульяна объяснить толком, как она так быстро пластическим хирургом стала. Ведь только что диплом по специальности лечебное дело получила. То есть, ребята, чтобы вы понимали, до пластического хирурга ей еще от 2 до 5 лет ординатуры. И вроде бы ладно. Есть же у нее хоть какое-то медицинское образование. Все же лучше, чем совсем никакого. Тут судить не берусь. Каждый потребитель должен сам решать, кому доверять свое здоровье. Ребята, очень важно понимать, что квалификационные требования к врачам-косметологам придумали не просто так, а для вашей же безопасности. Условно, наколоть губы может каждый. Посетил вон курсы какого-нибудь инстакоуча и пошел клепать. Хоть писечками, хоть бантиками, хоть дьявольскими рожками. Но давайте посмотрим правде в глаза. Вот что может сделать условная псевдокосметолог Наталья, когда после процедуры у клиента, например, начнется фиброз, заражение или паралич? Расхлебывать такие последствия будет уже не Наталья, а реальный врач. Только квалифицированный специалист сможет сделать процедуру правильно, зная все особенности физиологии и способы борьбы с осложнениями. И как объяснили мне знакомые медики, для специалиста, которому нечего скрывать, прислать документы об образовании – это норма. Он не будет раздражаться, он не будет пытаться вас унизить за какой-то неудобный вопрос. Он не будет уличать вас в недоверии, вызывая чувство вины. Ведь для настоящего врача образование – это повод для гордости. Но не зря же он столько лет учился и ходил на разные курсы для повышения квалификации. Поэтому, если на вашу просьбу прислать диплом оппонент начинает злиться, огрызаться, пытаться слиться с вопроса, ребята, задумайтесь. Возможно, перед вами не совсем и врач. И в заключение хотелось бы сказать. Друзья, часто за красивой картинкой и громкими словами скрывается обман. Заботьтесь о себе заранее и не стесняйтесь спрашивать у врача документы. И помните, один вопрос, который вы могли задать, но не решились, может стоить вам здоровья и жизни. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!